В маленьком пыльном городке на краю Дикого Запада воздух был пропитан ожиданием. Утреннее солнце безжалостно обжигало выцветшие фасады зданий, а над площадью уже возвышалась свежесобранная виселица, словно мрачное напоминание о неизбежности. Толпа жителей, собравшаяся здесь, жаждала зрелища и не проявляла ни капли сострадания. В центре общего внимания стояла юная девушка по имени Элизабет, тихая и кроткая, обвиненная в краже, которую она не совершала. Ее лицо было бледным, но взгляд оставался чистым и исполненным достоинства. Судья Хэролд, известный своей суровостью, без колебаний вынес приговор. Он даже не сомневался в виновности бедняжки, справедливо полагая, что примерная казнь станет уроком для остальных. Приказ был отдан, и палач неспешно проверял узел на веревке. Каждый шаг Элизабет к помосту был словно удар в сердце, а барабанные удары солнца по шаткой древесине только усиливали напряжение. В этот самый миг пыльная улица ожила от грохота копыт, и на площадь ворвался грязный, пошатывающийся всадник. Это был старый ковбой по имени Джонатан, большей частью известный местным как бездельник и пьяница. Его появление заставило толпу замолчать на мгновение. Он спешился с неуверенной грацией человека, выпившего больше, чем следовало, но в его взгляде горел непоколебимый огонь. Он вышел вперед, хрипло бросив вызов самому порядку, по которому жила эта земля. Несмотря на презрение местных, он настаивал на том, что девушке должна быть дана возможность доказать свою невиновность через испытания. Воцарилось напряженное молчание, и даже бескомпромиссный судья на мгновение замер. По старым законам, которые многие уже забыли, подобное испытание действительно было возможным. Тот, кто готов рискнуть своей жизнью, может взять ответственность за обвиненного. Согласившись на эту древнюю традицию, Джонатан предложил пройти опасный путь через каньон вместе с Элизабет, доставив доказательства ее невиновности, спрятанное у старого колодца, где якобы была совершена кража. Путь оказался мучительным. Жара истощала силы, бездорожье превращало каждый шаг в испытание, а многолетний страх и сомнения нависали над ними словно тучи. Джонатан постоянно боролся не только с физической болью, но и с собственной совестью, ведь всю свою жизнь он избегал ответственности. Элизабет же молчаливо и стойко следовала за ним, доверяя судьбе, которая дала ей неожиданную надежду. Когда они добрались до колодца, их ожидало то самое письмо, подписанное истинным преступником, который сбежал много лет назад. Джонатан дрожащими руками поднял его, понимая, что держит в руках жизнь девушки и, возможно, собственное искупление. С последними силами они вернулись в город. Площадь вновь наполнилась людьми, готовыми к казни, но когда Джонатан поднял над головой письмо, толпа замерла. Судья прочел доказательства и, не в силах противостоять очевидному, отменил приговор. Элизабет была свободна. Вместо ярости люди почувствовали стыд и восхищение мужеством того, кого раньше презирали. Если вам понравилась эта история, поставьте лайк и подпишитесь, впереди еще много удивительных рассказов.